Всем привет. Сегодня расклад без вариантов, какой долг твои предки тебе на спину положили. И давай в долгий ящик откладывать не будем, сразу расклад начнем. Итак, ну тут понятно, да, сразу. Те, кто Таро знает, тут сразу поняли, что про женщин в роду. Первый вопрос у нас: какой тайный долг от предков ты несешь на себе? Ну, знаешь, вот эти женщины в твоем роду, они все отдавались мужикам, вот как говорится, с потрохами. Вот все. Каждая. Приходил какой-нибудь там красавчик с красивыми словами, и все. Как говорится, конец истории. Она бросала свою жизнь и начинала жить его жизнь. Твоя бабка так сделала. Твоя мама так сделала, и ты делаешь то же самое. Это родовой сценарий. То есть ждать принца и отдавать ему себя целиком. Не половину, не чистюлечку, а вот целиком с костями. Женщины в твоем роду, они не умели любить наполовину. Они либо все, либо ничего. И когда мужичонка-скоробчонка появлялся, который говорил слова правильные, да, они голову теряли. И себя теряли. Потом детей рожали, вели хозяйство, тянули семью, а про себя забывали. Вот что ты там хотела сама, да, для себя? Да какая разница? Главное, чтобы он был счастлив, чтобы дети были сыты, чтобы дом, как говорится, стоял, и это не печь, а, как называется-то, очаг теплый был. А сама, ну, потом как-нибудь. Вот дети вырастут, вот когда муж перестанет требовать, вот когда время появится. И вот время, оно никогда не появлялось. И вот эта штука, она передалась тебе. Ты тоже так делаешь. Вот встречаешь кого-то, влюбляешься и начинаешь растворяться. Он мой близнецовый пламенец, моя родственная душа, сейчас я ему себя подарю. Не в похотливом смысле, а вот именно свою душу. Сразу твои интересы отходят на второй план. Твои планы подстраиваются под его планы. Твоя жизнь становится приложением к его жизни. И при этом ты же не тупая, нет. Ты понимаешь, что так нельзя, но ты с собой ничего поделать не можешь, как будто вот что-то внутри сильнее тебя. Демон сидит. Ну, это шутка, если что. Ну, если серьезно, это родовая программа. Бабки твои жили и тебе передали. И самое хреновое, что это выглядит все красиво. Типа «я люблю, я отдаю, я жертвую, какая я хорошая, какая я преданная, какая я настоящая женщина». А на деле это саморазрушение. Ты исчезаешь по кусочку. Вот каждый раз, когда ты выбираешь его нужды вместо своих, каждый раз, когда молчишь, чтобы не расстроить, каждый раз, когда откладываешь свое на потом, ты по кусочку исчезаешь. Вот твои бабки так и умерли, не пожив своей жизнью. Все для других, а для себя что? И вот этот долг на тебе продолжать вот эту традицию, да, или, ну, разорвать ее нафиг, тут тебе решать. Почему этот долг свалился именно на тебя? Ну вот тут интересно. Ты единственная в роду, кто это заметил. Вот, как сказать, вот все жили остальные, да, и не парились. Бабка-прабабка отдавала себя мужу и считала это нормальным. Сначала мужик должен покушать, а потом чего останется, если останется. Мама делала то же самое и тоже проблемы не видела. А ты вот увидел, у тебя глазки открылись.
То ли ума больше, то ли времена другие, да? Но ты смотришь на вот эту семейную историю и понимаешь, что ну, тут что-то не так. Почему все женщины несчастны? Почему все терпят? Почему никто для себя не живет? То есть ты задаешь вопросы. Это фишечка твоя. Ты копаешь там, где другие не копают. И смотришь туда, куда другие не смотрят. И вот это тебя и засосало в эту петлю. Ты понимаешь, что пока никто проблему не замечает, она как бы не существует. Она как бы эфемерна. Все живут себе, страдают потихоньку, но не осознают. А ты осознала. И теперь вот эта штука на тебе. Потому что ты видишь. Потому что ты понимаешь. Потому что ты уже не можешь притворяться, что все нормально. Но другие в твоем роду глазки закрывали. Не хотели знать, не хотели думать. Проще было делать как все, да, чем разбираться. А ты разобралась. И вот теперь несешь вот это знание. Ты знаешь, ты одновременно и жертва этой петли, и единственный шанс ее разорвать. Именно поэтому ты видишь. Именно потому, что ты понимаешь что-то. Вот бабки твои, да, они не могли, они не осознавали, они это на автопилоте делали, автоматически. А ты делаешь, и вот понимаешь, что ты делаешь. И страдаешь вдвойне. Потому что одно дело тупо по рельсам нестись, да, другое дело нестись и видеть, что впереди обрыв. И твои мозги — это и проклятие, и спасение, я бы сказал, да? Проклятие, потому что ты не можешь уже глаза закрыть и жить, как все, да? А спасение, потому что есть понимание, что это первый шаг к выходу. Но долг на тебя не случайно свалился. Потому что ты способна его снять не только с себя, а со всего рода. Задним числом и вперед. Только для этого надо перестать просто смотреть, надо же действовать. Как разорвать петлю, освободиться навсегда? Ну, хватит отдавать. Вот прям хватит совсем вот радикально. Твои родственницы по женской линии, да, твои бабки, они раздали себя до дна. И ты уже порядочно себя раздала. Теперь пора закрыть лавочку. Стань жадной, стань холодной, стань той, кто вот держит свое при себе. Но не в смысле стать вот этой стервой, да, нет. В смысле начать считать, сколько ты отдаешь и сколько ты получаешь. Сколько твоего времени уходит на других и сколько на себя. Сколько ты в отношения вкладываешь и сколько ты получаешь обратно. Вот предки твои, они не считали, они просто давали, а ты начни считать. И когда увидишь, что баланс не в твою пользу, режь. Без сантиментов вот этих, без вот этого, ну он же хороший, просто сейчас у него сложный период. Твоя голова, она должна работать холодно. Без вот этих розовых соплей, которые губили женщин в твоем роду. Понимаешь? Полюбила, ну отлично, а теперь сядь и подумай, это выгодно тебе или нет? Этот человек добавляет тебе сил или забирает? После общения с ним ты полная или пустая? Пустая — отрезай сразу, не жди, что исправится от не пятилетний ребенок. Вот твои бабки, они всю жизнь ждали. Ничего не исправилось. Поэтому держи свое там деньги, время, энергию, любовь. Это твои ресурсы, твои. Не его, не ихние. Ихнее слово есть в кураптоновском языке, можешь загуглить. Это не чьи-то еще. Это твои ресурсы. Ты не обязана раздавать себя, чтобы быть хорошей женщиной. Это бабкина программа. Выкинь ее из головы. Хорошая женщина — это та, у которой все есть. Которая сытая, довольная, в ресурсе, а не та, которая последняя отдала и лежит пустая. Понимаешь? Разорвать петлю — это стать скупой. На себя, там, на свою энергию, на свою любовь. Не раздавай авансом. Не давай в долг тем, кто не отдает. Не вкладывайся в тех, кто не ценит. Жестко звучит, это и есть жестко.
Но твои мягкие бабушки, они закончили плохо. Хочешь так же? Ну, я думаю, нет. Тогда включаешь голову, выключаешь сердце, когда надо, да, и держишь свое при себе, если ты взамен ни хрена не получаешь, и петля рвется. Когда ты перестаешь играть по вот этим правилам вот этой петли. Правила были, правила были. Но, знаешь, у тебя правила были, вот отдавай все, всю себя. А новые правила сделай сначала себе, а потом посмотрим. Вот и весь секрет разорвать как петлю. Ну, а что ты хотела, я буду тебе сказки шептать, что ли? Нет? Вот и все.